то ли ленивая котлета, то ли драник с начинкой. Посмотрите, у нас все с вами пропеклось прекрасно. Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я хочу продемонстрировать вам очень интересную идею на обед или ужин. Нам для этого понадобится одна куриная грудка, одно куриное филе и 3 небольшие картошки. Куриную грудку нужно очень мелко измельчить. Если она у вас замороженная, то ее можно прям натереть на крупной терке. У меня она свежая, я ее не замораживала и не хочу замораживать. Фарш я сделаю самостоятельно при помощи мясорубки. Если у вас нет мясорубки, то вы можете сделать фарш при помощи блендера. И на самый крайний случай, конечно же, можно уже купить готовый фарш в магазине. Также понадобится одна цибулька. Если у вас нет мясорубки, я тоже ее буду пропускать через мясорубку, то вы можете воспользоваться блендером, чтобы ее измельчить. Или же можно ее тоже натереть на крупной терке. Также берем 3 картошки общим весом 300 граммов и натираем на крупной терке. Я не перемалываю картошку на мясорубке, потому что она пустит слишком много сока. Мне этого не надо. Я натираю ее на крупной терке, чтобы остались такие вот крупные кусочки и не было слишком водянистым масса картофеля. Картошку немножко отжимаю от лишней жидкости и перекладываю в общую миску. Добавляем одно яйцо, соль, где-то чуть больше, чем половина чайной ложки. И также черный молотый перец. Соль и черный молотый перец добавляем по вкусу. Перемешиваем массу, чтобы у нас равномерно распределились все ингредиенты. Хорошо прогреваем сковородку вместе с растительным маслом. Растительного масла берем немало, чтобы у нас все не пристало к дну сковородки. И также сковородка у меня с антиперегарным покрытием. У нас с вами получается вот такой один панський дерун з м'ясом. Можно так его назвать. Формируем котлету. Очень просто и податливо у нас все получается. Накрываем крышкой, ставим на несильный огонь на 10-12 минут. Не делайте слишком большой нагрев, чтобы у вас ничего снизу не пригорело. Через 12 минут я прохожусь вот так вот по краю силиконовой лопаткой. И также обратите внимание, что сверху уже совсем нет сырого фарша. Весь фарш уже схватился. И теперь нужно ее перевернуть. Можно использовать большую миску, можно дощечку, можно вообще самый простой вариант. Вы просто накрываете сверху пергаментом, потом перекладываете или на миску, или на крышку, или на досточку. И вместе с пергаментом уже потом перекладываете на сковородку. Так будет проще всего и у вас точно все получится. Или же можно сделать вот так вот. Посмотрите, какая у нас красота. У меня максимальный нагрев на плите 9, я поставила на 2. И вот за 12 минут у меня вот так вот зарумянились. Перекладываю сюда в сковородку аккуратно. Края вот так вот подворачиваю внутрь при помощи лопатки. Теперь я уже крышкой не буду накрывать. Ставлю просто на плиту. Снова нагрев у меня 2 из максимального 9, где-то на 10-12 минут. Ну что ж, наша лепешка готова. Перекладываем ее. Посмотрите, какая она красивая. Выбираем ту часть, то есть ту сторону, которая вам визуально нравится больше. Мне это нравится больше, потому что она более румяная. И перекладываем на блюдо для подачи. Что ж, давайте отрежем кусочек. Как вы думаете, какое лучше название подходит для этого блюда? То ли ленивая котлета, то ли драник с начинкой. Посмотрите, у нас все с вами пропеклось прекрасно. Делается, как вы видели, это все быстро и просто. Пахнет очень-очень вкусно. Хорошо сюда, конечно же, подходит сметанка. И, конечно же, немножко укропа я хочу добавить. Просто для цвета и аромата. Отрезаем кусочек и немножко сметанки. Пахнет классно.
Получилось очень вкусно, совсем не жирно. Получается так, что вы, я не знаю, почему-то кажется, что ты ешь какое-то диетическое блюдо. При этом всем картошка полностью приготовилась, куриное филе тоже прекрасно приготовилось. Оно все хорошо между собой сочетается, быстро просто готовится. И мне кажется, что от этого вашему желудку будет хорошо. Поэтому обязательно попробуйте, порадуйте себя и свою семью. Всем пока, до новых вкусных рецептов!